Дня доброго. Пусть он будет наполнен добром и позитивом в сердцах и душах хороших людей. Европарламент, писающая Джанеке, куда бежал Эйнштейн от войны, попугаи в ноябре, квакающее пиво, бельгийские вафли, радужные переходы. Все это Бельгия, о которой я сегодня расскажу. Брюссель. Сердце Европы, город со своими красотами и особенностями, которые иногда удивляют тех, кто впервые здесь побывал. Так было и со мной. А знаете, что меня удивило больше всего? Наличие попугаев. Да-да, вы не ослышались. В ноябре месяце, когда погода далеко не летняя, я встретил этих ярких птиц на улицах города, словно в джунглях Амазонки. А Гранд-Плас, сердце Брюсселя, поразил меня своей величественной красотой. Изящные гильдии, украшенные замысловатой резьбой, создавали ощущение, будто я перенесся в средневековье. Я ожидал увидеть что-то более простое, но эта площадь превзошла все мои ожидания. Наличие обширных парков в городе, где можно встретить белых птиц, и множество отдыхающих вызвали приятные эмоции. А такие мелочи, как радужные пешеходные переходы, словно радуги после дождя, поднимали настроение. Конечно, найдутся и те, кто непременно вспомнит гей-ропу и так далее. Но это, на мой взгляд, право на мнение каждого. У кого-то радость, позитив в душе и разные цвета – не что иное, как обычная радуга. Ну а у других все по-иному. А еще всем всемирно известный писающий мальчик, к сожалению, многих разочаровывает. По крайней мере, тех, с кем я общался. Меня он тоже немного разочаровал. Зато неподалеку от него находится гораздо более позитивная фигура – писающая девочка. О ней знают не все, но ее естественная улыбка вызывает гораздо больше положительных эмоций. Кстати, в Брюсселе есть еще даже писающая собака. Интересно, что каждая из этих статуй по-своему уникальна и передает свое настроение. Ну и как тут не вспомнить о Европарламенте, который является неотъемлемой частью Брюсселя. Знали ли вы о том, что Европарламент – это единственный парламент в мире, у которого есть более чем одно место для собраний? Он базируется в Брюсселе, Страсбурге и Люксембурге. В то время, как его официальная штаб-квартира находится в Страсбурге, большинство собраний проводится в Брюсселе. Люксембург же выступает в роли штаб-квартиры секретариата Европарламента. Для перевозки чиновников между Брюсселем и Страсбургом фрактуют два экспресса. Стоимость перевозки сотен депутатов Европарламента и их персонала стоит как минимум 114 миллионов евро в год. Год назад произошел курьезный случай. Сотни членов Европейского парламента по случайности уехали в Диснейленд вместо Страсбурга. Поезд ехал из Брюсселя в Страсбург, но из-за сбоя сигнальной системы уехал в сторону Марн-ла-Валле. Эта станция находится прямо у входа в тематический парк Диснейленд. А еще я стал случайным свидетелем, по всей вероятности, помолвки кого-то из членов королевской семьи Бельгии. В общем, Брюссель запомнился мне позитивным, своеобразным и иногда необычным городом. Кроме Брюсселя, я побывал еще в нескольких городах, о которых я вам сегодня расскажу. Покинув шумную столицу Европы, я отправился в путешествие по живописным бельгийским ландшафтам. И, преодолев небольшой путь на поезде, я попал к побережью Северного моря в Остенде, главный город бельгийских курортов. Это город с богатой историей. Остенде был избран королем Леопольдом I в качестве идеального места для морского курорта. Его название переводится с нидерландского как «восточный конец» и отражает его географическое положение. Его песчаные пляжи и морской воздух привлекали аристократию и королевские семьи со всей Европы. До того, как стать популярным курортом, Остенде ранее был крупным рыбацким портом. Он славится своими многочисленными фестивалями, которые проходят в течение всего года. Это также арт-галерея под открытым небом. И это рай для велосипедистов, в чем я убедился лично. Передо мной Пава прямо на меня, она извинялась, короче. То есть
Город имеет обширную сеть велодорожек, которые проходят вдоль побережья и через городские парки. Город также служил крупной немецкой базой подводных лодок в Первой мировой войне. А во время Второй мировой войны он был немецкой прибрежной крепостью и был серьезно поврежден. А освобожден он был канадскими войсками в сентябре 1944 года. Вот такая небольшая история. После шумного Остенда я отправился в более тихий и утонченный Дехан. Прибрежный трамвай – самый простой способ добраться до этого места на общественном транспорте. Трамвайная линия идет от французской границы до голландской границы. Это один из самых длинных, непрерывных трамвайных маршрутов в мире, протяженностью около 67 километров. В Дехане я вышел на остановке Дехан-Анзе, где находится очень причудливое фотогеничное здание вокзала. Благодаря умной и строгой политике в сфере недвижимости Дехан сохранил очарование 30-х годов с большим количеством красивых домов. Здесь запрещено строить здания выше 5 этажей. И еще пару интересных фактов об этом месте. Дехан считается одним из самых дорогих курортов Бельгии. Здесь нашел свое пристанище Альберт Эйнштейн, бежавший из нацистской Германии. Пожалуй, это место можно описать двумя словами – элегантность и спокойствие. Далее, прогуливаясь по пляжу, я решил посетить соседний Бреден-Анзе, так как это единственное место, где оригинальные прибрежные дюны не были уничтожены бесконечным рядом однообразных многоквартирных домов. Этот природный заповедник представляет собой дюнную зону возрастом более тысячелетия. В Бредене нет набережной, город находится за дюнами. Все, что вы видите позади себя на пляже, это дюны и несколько непринужденных пляжных баров. Здесь также находится единственный в Бельгии нудистский пляж. Бреден находится на полпути к Остенде, и вы можете добраться туда либо на прибрежном трамвае, либо пешком по пляжу, что составит примерно около 4-5 километров. Вот такое замечательное, красивое прибрежное место. Еще одно мое небольшое путешествие по Бельгии, которое состоялось спустя пару месяцев. Это город Гент, одна из жемчужин Бельгии. Город, который непременно стоит посетить по многим причинам. Здесь вы сможете увидеть величественные соборы, замки, красивые площади и каналы, а также стильные магазины и модные кафе. Именно в Генте был создан знаменитый Гентский алтарь, одно из самых выдающихся произведений искусства со своей необычной историей и загадками. Гент часто называют Северной Венецией из-за его многочисленных каналов, которые пересекают город. Вот несколько интересных фактов об этом городе. Это вегетарианская столица Европы. Здесь вы найдете огромное количество ресторанов и кафе, предлагающих разнообразные блюда для веганов. В городе действует инициатива «Вегетарианский день», призывающая местных жителей и гостей города хотя бы раз в неделю переходить на растительную пищу. В средние века Гент был одним из крупнейших европейских центров и соперничал по красоте с Парижем. В 2007 году журнал National Geographic Traveler поместил Гент на 3-е место в списке самых аутентичных направлений для путешествия. Одно из предместий Гента носит название Москва. Это название дали ему квартировавшиеся здесь офицеры во время зарубежного похода русской армии в 1813 году. А еще здесь находится пивной паб с очень необычной традицией. Не совсем так, но очень похоже. А как по-настоящему, я расскажу немножко позже. Дня доброго! Сегодня я расскажу о пивном пабе Де Дуле Крит в городе Гент в Бельгии с его знаменитым аттракционом подвешивания башмака под потолок. Иногда его ошибочно считают местом, где появилось знаменитое пиво Квак. Сейчас здесь наливают пиво в подобные бокалы объемом 1 литр 200 мл.
которая называется Макс Ван Хет Хуйс. Здесь возродили традицию обувных заложников. У купившего пива в фирменном бокале забирает один ботинок, помещает в корзину и подвешивает к потолку. А возвращает только тогда, когда клиент выпьет все пиво и не разобьет бокал. А сама история пива Квак уходит корнями в 1791 год, когда хозяин одного из трактиров варил и продавал крепкое пиво. Его частыми клиентами были кучеры почтовых карет, которые не прочь выпить пиво после долгой дороги. Но в то время были законы, запрещающие им оставлять повозку и лошадей во время остановок. И тогда находчивый трактирщик придумал специальные бокалы, в которых стал продавать им свое пиво. Бокалы имели необычную форму. Верхняя часть была в форме расширяющегося кверху сосуда, а нижняя напоминала лабораторную колбу и соединяла их тонкая шейка. Благодаря этой необычной форме пиво не разливалось при тряске, а специальная деревянная подставка позволяла расположить бокал рядом с кучером на повозке. Изготовление подобных бокалов было дорогим удовольствием, а подвыпившие извозчики то и дело норовили присвоить необычный бокал с подставкой. Тут и возникла забавная система залога. Посетитель оставлял в трактире один башмак в качестве залога, который подвешивали в корзине к потолку. Украл, разбил бокал, плати, или иначе иди восвоясь, прихрамывая в одном ботинке. И система работала безотказно. А история происхождения названия пива Квак имеет две версии. Первая по имени находчивого хозяина трактира, которого звали Пауэлл Квак. Ну а вторая, лично мне она более по душе, это название пива появилось из-за звуков, издающих бокалом, когда из него пьешь пиво, очень похожих на звук квак. И я лично в этом убедился. В общем, если будете в Генте и любите пиво, то обязательно сюда загляните. И да, кроме квакающей забавы, здесь подают более 500 сортов пива. Всем новых позитивных открытий. И еще один небольшой рассказ о знаменитых бельгийских вафлях. Однажды французский кондитер Фредерик Вокамп в 1980-х годах адаптировал рецепт любимого многими торта Merveilleux, дабы сделать его более легким. Изначально он был довольно тяжелым десертом, но популярным. В 1997 году он назвал свой магазин в честь своего флагманского торта. И так родился Aux Merveilleux de Fred. Его новая версия торта стала обязательным атрибутом продаж, так же, как и бельгийские вафли. Многие фирменные блюда создаются на глазах у любопытных покупателей. С 2003 года компания выросла и открыла несколько магазинов в разных странах, в том числе и в бельгийском городе Гент. В каждой стране продукты идентичны. Цель состоит в том, чтобы каждый покупатель нашел то же качество и тот же волшебный вкус. Магазины всегда украшены изысканным декором, зеркалами, позолотой и, как правило, большой красивой люстрой. Помимо тортов здесь делают и другие блюда – пирожные, вафли, круассаны и различные булочки. Пушистые вафли родом из Бельгии, которые готовятся из теста бриош. Это мягкое маслянистое тесто с пушистой текстурой, похожее на бисквит. Вафли делаются вручную и готовятся в вафельнице по традиции между двумя чугунными пластинами. Вафли предлагают с начинкой из 3 разных вкусов – ванильный, коричневый сахар и кофе. Вот такой он мир вкусняшек с французским шармом. В заключение небольшое видео о том, как выглядит Брюссель в рождественские праздники. Какие удачные. Zeg het aan,